Всем привет! Вы на канале Вернит Вязание. Сегодня я вам расскажу, как связать очень простую митинку крючком, или как их правильно называют, митенки. Вязала я их крючком номер 3 и пряжей Астра. В этой пряже 50 граммах 200 метров. Вязала я в 2 нитки. Прежде чем начать вязать, вам нужно снять мерки. То есть вам нужно определить, какой длины вы хотите, чтобы у вас была митинка. У меня она 17 сантиметров. Это нам нужно для того, чтобы связать начальный ряд из воздушных петель размером длины, которая вам нужна. То есть у меня в 17 сантиметров будет 30 воздушных петель. Одну митинку я уже связала, вторую буду вязать вместе с вами. Так что приступим к вязанию. Итак, берем нитку, делаем первую петлю начальную, вставляем крючок, затягиваем и делаем цепочку из воздушных петель. У меня будет 30 воздушных петель. У вас должен быть свой расчет. Итак, накидываем ниточку и протягиваем петлю. Это первая воздушная петля. И набираем вторая, третья, Вот я связала цепочку из воздушных петель и одну сейчас добавлю воздушную петлю для подъема и начинаем вязать первый ряд. Первую петлю мы пропускаем, вставляем крючок во вторую, в середину и делаем столбик без накида. Накидываем на него нитку, выводим ее, снова накидываем и провязываем уже через 2 петли. Первый столбик мы провязали. Дальше вяжем второй столбик, третий, четвертый. И так вяжем столбики до конца ряда. Я довязала цепочку, у меня получилось 30 столбиков. И теперь нам нужно сделать одну воздушную петлю для подъема в конце. И перевернем вязание. Вяжем следующий ряд. Первый мы пропускаем, вставляем крючок во второй, в середину. И провязываем столбик без накида. Первый, второй, вот сюда прям в середину. Третий, четвертый. И так далее вяжем столбики до конца ряда. Я довязала еще один ряд до конца. И в конце снова делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. И продолжаем вязать снова столбики без накидов. Первый мы пропускаем всегда, выставляем во второй и вывязываем столбики без накидов. В середину вставляем. И так до конца ряда. И повторяем этот ряд. Туда-обратно провязывая столбики без накидов. Мы вывязываем таким образом полотно. Полотно должно быть размером оборота руки. Вам нужно заранее замерить, сколько примерно в обхвате рука у вас будет. То есть обхват руки у меня 17 сантиметров. То есть 17 сантиметров я должна связать полотно из этих рядов в ширину 17 сантиметров. Итак, я связала полотно. Мне нужно было связать 17 сантиметров полотна. У вас может быть другой размер. Смотрите по вашей руке. Дальше мы будем сшивать нашу митинку, складываем ее пополам. И здесь будем делать шов, потом пропускать палец, где у нас будет выходить,
и дальше тоже сшивать. Вот вам нужно определить, где примерно у вас будет начинаться пальчик и где заканчиваться. По сантиметрам вот здесь вот смерить, здесь с этой стороны и с этой стороны. Берем крючок, соединяем две стороны, два конца. Дальше вставляем с одной стороны крючок и выводим в другую сторону. То есть вот соединяем две стороны и провязываем столбик без накида. Снова вставляем крючок в эту петельку и с другой стороны вставляем. И провязываем столбик без накида. Еще так делаем. До того места, где у нас начинаться будет пальчик. То есть вот так получается закрывать у нас, сшивать, так сказать. Провязываем. У меня здесь должно быть 7 сантиметров. Сейчас мы померим. Нет, еще пока мало. Еще закрываем. Можно примерно вот примерить. Ну, в принципе, вот достаточно. У меня получилось закрыть 6 сантиметров. Далее, чтобы нам ниточку не обрезать, обвяжем место, где у нас будет выходить пальчик, просто полустолбиком. Заводим крючок вот сюда, петельку. Выводим эту петельку и через другую протягиваем. Заводим, накидываем нитку, выводим и протягиваем, делая полустолбики до того места, где у нас будет заканчиваться пальчик. Так, можно примерно померить. То есть вот я довязала до сюда, мне в принципе достаточно. Дальше я снова буду вот здесь вот закрывать. Теперь соединяем оба края ровно. И также сшиваем, как мы вначале сшивали. Вставляем вот в петельку в одну и с другой стороны. Вытаскиваем, накидываем нитку, протягиваем петельку и делаем столбик без накида. Также в следующую вставляем и вывязываем столбик. И так до конца проделываем. Вот в последнюю сейчас мы вставим. И сделали последний столбик. Ниточку можно уже обрезать. И через петлю протягиваем эту ниточку и затягиваем. И примеряем, чтобы у нас все было ровно. Теперь нужно спрятать вот эту ниточку. Заводим крючок сюда, подхватываем и прячем вот сюда в шов. То есть это у нас изнаночная сторона.
Таким образом мы ее прячем. Все, хвостик можно отрезать. И с этой стороны также. Берем крючок и прячем эту ниточку в шов. Все, оставшееся отрезаем. Теперь вывернем ее на лицевую сторону и примеряем, чтобы у нас все сидело так, как нам нужно. Вот такая митинка получилась. Вторая вяжется аналогично, только пальчик делать с этой стороны. Вяжите с удовольствием и носите с удовольствием.